Hey, Let's Play с вами, и это Sky News. Сегодня у нас в гостях ребята с сервера Leona 6, Ген и Гипно. Но прежде чем мы начнем, подпишись на канал и поставь лайк. Это очень поможет продвинуть контент по нашей любимой игре. Мы стараемся для того, чтобы ты под хрюканье мобов мог наслаждаться разговорами Алла 2 и получить частичку нашей атмосферы. Привет, народ! Привет. Приветствую. Начну с классического вопроса. Расскажите вообще о вашем сервере, кто вы, что там происходит и как вы там оказались. Давай-ка я начну. Решили мы стартануть 3 друзьями на Leona 6, но решили поиграть так на расслабончике, можно сказать, в тамагочи. Просто максимально в АФК заводить персонажей, просто там чуть-чуть играть, не влазить никакие вары, ничего такое, просто посмотреть. Мы немного играли на Корее, более-менее представляли вообще, что это за игра, но также были наслышаны как бы о донате и всем остальном. Но как-то не хотелось сначала погружаться в это все дело, поэтому стартанули с самого первого дня, создали вдвоем маленький кланчик, словно на следующий день как раз позвал Кена, он тоже присоединился. И как-то по воле судеб показалось, что через день после старта я и мой коллега, который создал этот клан, 1337, оказались на первом и втором месте в рейтинге. Мы, конечно, этого не ожидали. После этого мы решили такие, окей, вроде бы мы более-менее сильные, а тут как-то все расслабончики играют. Давай-ка попробуем сходить на РБ. Взяли тогда еще Гена тоже в пати. Прилетаем на одного РБ, подамажили, опа, забрали дроп. Такие, Прилетели на второго, опа, забрали дроп. И вот так вот летаем, там вроде бы куча народа собирается, какие-то там солянки сборной кланов, там какие-то кланы 3-го уровня уже были, насколько я понимаю, они со старта за предрегистрацию получали сразу 3-й уровень. Таким образом, за пару дней мы просто втроем набрали очень много очков РБ относительно других кланов и взлетели, естественно, в рейтинге на первую строчку. Потянулись к нам люди, соответственно. У нас был доступ в клан открытый, то есть заходи, кто хочет. Начали набирать людей. В этот момент нас заметили как бы другие гильдии, которые, по их словам, по несколько лет играли на Корее, тут пришли доминировать, уничтожать. И, соответственно, решили потиху там как-то мешать нам, захватывать каждого РБ. Так началась первая мировая наша война. Наш кланчик рандомов такой небольшой стал воевать против 3 кланов. Там Алкаши, Бесята и Hands of God. Достаточно сложно было в начале, потому что когда против тебя 3 клана объединяется, это постоянно очень большое количество врагов. Гипно просто стесняется сказать, что мы пришли как бы поиграть в тамагочи, как так сказать, да, на расслабоне, но ребята мы с опытом, с других проектов, то есть и лидерские качества какие-то есть у нас, и опыт, вообще как организовать, и в этом плане мы умеем делать определенные вещи, и, можно сказать так, нас вынудили на то, чтобы мы начали собирать и регруппать людей на фарм и так далее. Да, то есть у нас как бы есть и опыт рельства, и лидерства, и играли в очень большое количество разных проектов на всех возможных там серверах, там ВДО и линейка, и Essence. Опыт, да, был большой, но пришли именно просто отдохнуть, покликать там, поиграть в тамагочи. Вот это и наш клан и называется, собственно. Приколы назвались тамагочи. Война началась, и мы, конечно, пытались тащить именно всякими регруппами, всякими тактиками, залетами на точки постоянно, на 24/7 задротством. В принципе, декабрь, как раз-таки Крисмас, Новый год на носу. И, в принципе, было время, когда можно было где-то что-то побегать по ноу-лайфе. В конце, где-то, может, там, через неделю уже 2 враги добрали еще один клан до 4, и мы поняли, что как-то надо чуть-чуть выруливать больше в свою сторону. Все равно весь фарм оставался нашим основным. Враги занимали такую позицию, что они приходили только условно с 6 вечера до 11, и там могли забрать каких-то там хороших, типа Лилия, там Чудовища, что-то такое. А мы, соответственно, все остальное время забрали все остальное. То есть, собственно, мы решили создать альянс и назвать его Fun Play. Тоже такая ситуация. В какой-то момент враги поняли, что как бы они и большинством не особо-то могут, и включили какую-то такую информационную войну против нас, заявляя, что мы там якобы какие-то там РМТшники пришли. Лидер, который создал клан из кого-то там Норильска, где-то там даже свидетеля нашли, что он где-то кого-то видит. Поэтому мы решили так не особо не париться, назвали одноименным, похожим названием Fun Play, легкий троллинг. И добрали, можно сказать, 2 клана. Это была Мафия и Геймплей.
Нам повезло с набором людей по плюсикам, скажем так. То есть мы на рандоме добрали сильных людей, которые много играют. Типа, и хорошая пачка вступила. То есть сейчас клан висит на Жене. Женя КЛ, но он не создавал клан, как бы, но он пришел как бы со своей пачкой и показал правильность и умение как бы с холодной головой, скажем так, организовывать и помогать существованию клана, фармить боссов и так далее. Ну и помимо него еще пришло как бы куча полезных людей, которые со старта играют, можно сказать, с нами, которые прошли там вот эти вот 3 отечественные войны на сервере. Слушай, ну у меня вообще, пока я слушал, я даже слова не мог вставить, потому что такой легкий диссонанс был в голове. Вы пришли на сервер отдохнуть, случайно захватили весь сервер и вышли в топы, и победили кланы, которые заранее готовились и туда шли, да? Но в то же время твой разговор звучит как четкая, выверенная стратегия, и как человек, который точно знал, что делать. Ну, это больше, не знаю, может, не то чтобы опыт, вот. Все мы как бы задроты, и мы любим игру, и если уж ты начинаешь что-то делать, как минимум, если ты уже набираешь людей, и ты ответственен за тех, кого ты набрал, ты надо что-то решать, какие-то действия предпринимать постоянно. Я думаю, что оппоненты на боссах зажгли просто у нас спортивный дух. Идея играть как бы так вот на расслабончике сразу ушла на второй план, и типа вот, все, я люблю играть на победку. Я же на победу играю везде, я же везде играл на победу, и здесь тоже буду играть на победу. И вот это вот расслабон как-то ушел на второй план, скажем так. Мне больше вот очень не понравилась ситуация. Я люблю фейерплей, то есть не в том плане, что вот, я такой человек, который в шахматы, да, любит играть. И, вот там, да, может, там это с любой стороны честно играть. Но условно вот у нас есть состав, и когда против тебя собирается 4 состава, вот, это очень как-то обидно, что ли. Поэтому вот просто вот хотелось отбросить все, вот, там достать, условно, там, не кредитную карточку, конечно, но тоже пришлось немного пошаманиться. Захотелось как бы доказать, что нельзя так делать. С одной стороны, обидно было, и вот оно разожгло именно ту ненависть или огонь в глазах. Захотелось просто бросаться на амбразуру. Собственно, я как бы играю за арба. Правда, у меня не было щита. Занимал всегда такую позицию, что просто в первые ряды становлюсь, там, начинаю вот хилиться, там, танковать, там, банки есть. Прямо, чтобы максимально урона впитать, вот, чтобы ребята там сзади могли как-то продавить, надамажить. Слушай, ну я полностью согласен, потому что общий враг всегда сплачивает людей. У нас на сервере также было. И еще хотел сказать про фейерплей. Нет, перед этим я хотел отметить ваши классные названия Тамагочи и Фанплей. Точно с юмором, точно оценят. А про зерк всегда же в играх, когда кто-то в меньшинстве, он говорит, ну как же, а где справедливость, а где честность? А разве это не заслуга оппонентов, то, что они могут собрать гораздо больше людей, почему этим не пользоваться? В этом есть доля правды, но когда ты находишься со стороны, когда против тебя играет несколько кланов. То есть на самом деле, даже вот я вернусь еще шаг назад, на самом деле мы даже сильно не заморачивались о том, что против нас играют там изначально 3 клана было собрано против нас. Мы как бы просто, любили PvP, понимаешь, вот. И у нас ребята отыгрывали просто, как я как РЛ могу сказать, что ребята отыгрывали прям на высоком уровне. Команды исполнялись, были свои косяки, но мы просто не давали варам шансов. То есть мы приходили и по фрагам x5 как минимум уходили, x6 уходили с каждых файтов. Я сейчас не преувеличиваю, я думаю, что вары могут это подтвердить. Так сказать, даже бывшие вары, которые сейчас зарекрутились к нам в клан, к нам в Альянс, могут это подтвердить. Мы просто наслаждались моментом PvP, и, видимо, вот наши оппоненты не удержали натиск этот, который мы постоянно им давали там на том же Чудовище или Мутанте Крумы, когда типа боссы такие еще были на начале толстенькие, их быстро никто не мог убить, там у них массухи неудобные, и мы этим всем пользовались. Круто. Слушай, я услышал краем уха, что у вас было 3 серверные войны, да? А какая ситуация в данный момент? Есть ли оппозиция или у вас тотальная доминация сейчас и подготовка к межсерверному контенту? Ну, смотри, как вообще, в принципе, что было, тоже ближе по истории уже. Ближе к Новому году ребята поняли, что они не тянут своими 6 кланами против наших там 3. То есть, конечно, дрались у нас 2 клана, плюс еще, условно, пару пачек с 3-го, но это для чистоты 3 против 6. И они, то есть, понимали, что они приходят, допустим, драться там за Чудовище, начинается борьба, их больше, там, через несколько уже файтов становится все меньше и меньше и меньше. Тут нас уже становится больше. И люди начали уходить,
переходить в том числе и в наш клан. У нас были двери открыты, особенно тем, кто особо не трэшил в чатиках, там были хорошие бойцы. Даже не обязательно самые сильные бойцы из топа, да, может активные, те, кто там любит бегать, пвпшиться. И, соответственно, в какой-то момент клан-лидеры каждого из альянса приходили к нам, мы со всеми поговорили и договорились о том, что вот 3 клана, которые самые последние вступили в альянс, этот Леона так назывался, вот, они могут выйти из вара без каких-либо последствий. Соответственно, первоначальные 3 клана, которые, можно сказать, и создали вот этот вот зерк, мы сказали, что мы их никогда не отпустим. Вар будет с ними всегда висеть. И если они хотят продолжить игры, пускай выходят из кланов своих и могут совершенно новый состав сделать, или влиться еще куда-то. То есть мы их не будем преследовать. Вот такие были условия. Соответственно, 3 клана вышли из Альянса, 2 клана полностью вышли из своих составов и повливались там, создали еще там, можно сказать, 1 клан свой. И, можно сказать, остались такие непримиримые враги, бесята. Соответственно, вот с ними по сей день и происходят, можно сказать, основные, основные. Скорее, ковары с ними происходят. То есть они пытаются как-то дособрать народ, побудить там к войне какой-то, но... Я хочу сказать то, что вот после того, как расформировались эти кланы, и остался вот клан 50, мы поняли, что одержали победу на сервере. Next step — это идти в межсервер, готовиться туда, потому что мы уже разогнались катком, пути назад на спокойные фарм на спотах нету. Надо идти вперед, впереди нас ждет межсервер, для межсервера надо готовиться, то есть это надо укреплять составы, надо добирать людей, формировать новые кланы, академии и так далее, и мы начали двигаться в этом направлении. Естественно, мы укрепили полностью, ребята с мафией собрали, это наш изначальный альянс, укрепили свой состав, геймплей им пришлось, потому что у Кэлла не было времени расформировать, превратиться в академку. Но мы добрали потом еще 1 клан, 3-й, Veritas. Это влив 2 кланов в 1. То есть на данный момент у нас 3 клана в альянсе. То есть, можно сказать, мы пришли к тому же Зергу, против которого воевали, но мы шли с низов, скажем так, поднимались к этому. Да? То есть у нас игра уже идет на том уровне, что на сервере нету варов, которые могут нам что-то противопоставить. Мы целенаправленно сейчас фармим и одеваем кланы в альянсе для межсервера. А можно про это подробнее? Например, как у вас делится лут, в каком приоритете одеваются люди, есть ли конфликты на этой почве, сложности? Сложности всегда есть на дележке, сами понимаете. Мы стараемся сделать максимально адекватно. Люди, которые были изначально в клане, которые делали свои вклады и воевали, и вносили КПД высокий, они получают в приоритете первые. Есть полезные персонажи определенные, которые... есть приоритет, и все выдается по приоритету. У нас лут никакой не продается. Все выдается игрокам напрямую. То есть, если есть, допустим, какие-то ненужные вещи, они могут выставиться на аукцион, там определенно, чтобы подкопить какое-то определенное количество алмазов. А так, весь лут, который нужен людям на коллекции, даже коллекции закрываем, кстати, синие книжки, там шмот, красные там по приоритету, из тех, кто воевал, тогда изначально. Опять же, мы некоторые вещи не солим, условно, мы добрали клан в альянс, да, свежий, неделю вступили, и выпадает 7-я книга «Теневой клинок». Соответственно, сразу уходит новичкам, можно сказать, нашим, что нам смысла нет эту книгу солить, надо быть мембером. Понятное дело, что есть какие-то там книги на арбов, когда у тебя в клане 18 арбов, и еще там, может, 20 еще с 2 кланов. Сложно разделить там единственно выпавший Mystic Shield там, на это количество. Или как там по рандому кинуть, естественно, оно пойдет самому загеренному, сильному тому игроку, кто покажет самый высокий КПД на той же Виоре. Но в то же время нет такого, что там шмот будет залеживаться просто из-за того, что мы кому-то там не доверяем. В основном будет именно идти. Даже, можно сказать, незнакомцы условно, но для того, чтобы подбустить клан и состав в целом. Вот, кстати, про себя хочется, пару слов о вас услышать. Например, с Гена начнем. На каком классе ты играешь, да? Как быстро красную карту получил? Донишь, не донишь? Сколько донишь, если не секрет? Можно в процентах, я не знаю. Или абстрактно. Очень интересно будет узнать. Я играю за лучника. Красную карту я достал с паков. Не знаю, может быть, недели через
3-4 после старта. Ну, около месяца примерно, я думаю. Или перед Новым годом где-то плюс-минус там я достал красную карту. Кстати, мне сразу выпало 2 красные карты с одного пака, типа с 11 штучек. Это был прям рофл такой. В плане... да, я там радовался выше небес. Но хотя я где-то сожалею, что мне выпали красные карты так рано. Если бы я знал, что будет Костелло до Орена, я бы сохранил бы купон и взял бы Костелло. В плане доната я играю как бы не фри-то-плей, я доначу... Я не знаю, как это сказать, я просто... покупаю паки, скажем так, еженедельные, которые по акциям, в основном все, может быть, там какие-то, что-то там пропускал, но я покупаю акции, скупаю акции. Все, я думаю, не везет мне с красными красными. Вот один раз повезло тогда, больше не везет с красными. Ну, тут так и работает рандом. А что у Гипна? Ну, собственно, как я уже раньше сказал, я играю на арбе. Арба был без креста, брал вспышку. Собственно, наверное, это и вот этот выбор, который многие укоряют за него. Мне кажется, это именно то, благодаря чему мы, в принципе, и вырвались вперед, начали забирать РБ, потому что орб со вспышкой, усиленной вспышкой. Во многое время он был именно топ ДПС на всех боссах. И, соответственно, поэтому мы как бы и вылезли. Красную карту, наверное, получил где-то там через 3 недели после старта. И то это благодаря тоже врагам, потому что когда есть вот неприятель, и ты вот просто... Ты чувствуешь, что тебе вот обязательно надо чем-то забуститься, что-то где-то вот как-то усилиться, чтобы просто превосходящее число противников это убивать. Вот, поэтому, да, вот пришлось тоже подзакидывать эти недельные паки и еще чуть-чуть выше. Ну вот, да, через там 2,5, наверное, недели заролилась карта. Поменял на Ирину. Ну, кстати, мне больше всего Ирина и нравится, чем многие выбирают Мойны, но мне очень нравится возможность взять посох и качаться на магии гораздо больше эффективно. То есть ты одновременно и всегда и можешь вернуться на арба и похилить. Вот, и сейчас, собственно, и крест есть. Вот, буквально вчера выпал. Да, кстати, с крестом. Насколько я был деревянный на старте, я вот стартанул на лучника, типа, и смотрю на эту красную книжку на выбор, и такой думаю, ну что же тут выбрать? И почему-то я выбрал метку заместе укола смерти. Боже, вы бы знали, как я страдал, как бы, пока мой единственный укол на сервере не выбили там буквально неделю назад. Я не знаю, как я без него качался и играл, но мы его наконец-таки достали тоже. И тебя, Грац. И я, Гипно, жму тебе руку насчет Ирины, я тоже на ней. И ты знаешь, я пошел через крест, потому что я тоже не очень знал, что вначале делать. Я такой, я хочу хилить. Наши топ-орбы номер 1, 2, 3 там на сервере, это, естественно, Кадия, и это через правосудие. И, боже, как я жалел, что я его не взял, или хотя бы вспышку, да, божественную. Но после 60+, игра заиграл новыми красками, и Иринка с крестом, это просто на расхват. Орб без креста — беда в клане. Да, не говори. Особенно с этим новым топ-контентом, там, Dragon Beast какой-нибудь. А такой вопрос хочется спросить. По отношению всего остального сервера к вам, и есть ли у вас какая-то линия ограничения для, так скажем, рандомов, вот. И, наверное, оттуда уже пойдет ваша история, потому что я знаю, что у вас сейчас какой-то мега крутой ивент сегодня стартовал. Вот об этом хочется поговорить. Собственно, у нас линий не было никогда. Даже когда вот начинались первые стычки с варами, мы их даже особо никогда не трогали ни на Заричах, и особо даже АФК тоже старались не сливать. Но в какой-то момент это все завертелось, закрутилось. Даже скорее это они решили против нас построить линию, с чего мы собрались, и можно сказать, они, за редким исключением, очень редко видели, в принципе, Заричи после этого. Соответственно, работяг, просто обычных игроков мы особо никогда не убивали. Естественно, какие-то там есть и масухи, но лично я... То есть у меня, можно сказать, должность — это совесть клана. Я не распределяю лут, я не вожу рейды, хотя вот я могу иногда подменить Гена. Вот. Но я вот всегда вот старался как-то быть вот именно той совестью, то есть просить людей отключить масухи там на Заричах или там на мировых. Естественно, кто-то забывает, кто-то не слушает, но в основном так все происходит. Естественно, когда ты приходишь на топ-спот, кто-то там антак какой-нибудь или люди из каких-то нейтральных кланов, их, скорее всего, либо убьют, либо попросят, чтобы они ушли. Но каких-то глобальных зачисток локаций или еще чего-то нет. В принципе, у нас даже некоторые люди там пытались какие-то там
несколько отвинков там создать, но на что получили очень строгий выговор, занесение в личное дело. И сказали, было сказано, что если еще такое узнают, то как бы понизят в приоритете на дроп. Вот. Как-то мы понимаем просто, что наш сервер и игроки — это, можно сказать, наш ресурс. Это люди, которые дальше тоже будут прокачиваться, вступать к нам в клан или в союзные наши кланы, которые будут помогать нам. Это люди, которые будут приносить нам те же алмазы, если мы вдруг дойдем до замков и захватим их. Чем больше людей фармит на локациях, тем больше хорошего шмота можно купить будет. Это открывает больше возможностей, чем закрытие локаций или там, закрытие зарич. Поэтому у нас особо никогда линии не было, и ничего такого не проводили. Хочется сказать, как же разнятся подходы от сервера к серверу, да? Мне Леона 6 сейчас видится как место, где играют культурно, вот, и добро. Естественно, в чатах постоянно кого-то слили. То есть бывают такие ситуации, вот приходит, допустим, наступает суббота-воскресенье. У нас, допустим, остается по 4 часа крум. Естественно, мы хотим пойти и отстоять хотя бы там по 3-4 часа, слить. В это время, естественно, вся локация как-то сообщается, что, пожалуйста, покиньте. Каждому не напишешь лично. Там и твинки что-то стоят, и еще какие-то игроки. Естественно, это все убивается. Мы становимся сами. Можете еще привести там по твинку условно, чтобы пофармить вот несколько часов. Естественно, после этого начинается там... Это менее красочно, то, что ресурс, который нужен для клана, да, мы, то есть, как бы, не думаем два раза, да. То есть все, что нам не нужно, мы как бы не трогаем, понимаешь? Вот если, допустим, нам надо сейчас вот взять этаж, мы забираем себе этаж на время фарма, то есть мы его там закрываем или запрещаем кому-то там фармить, там, когда у нас нету, или там еще какие-то локации, там только через каких-то наших там твинкопланов, или... Ну, я слышал тоже разные вариации. По поводу людей, которые негодуют, как бы всегда есть люди, которые негодуют. Есть люди, которые не умеют проигрывать. Есть люди, которые не смотрят вперед, как, на развитие, да. У каждого своя игра. Ты не можешь навязать свой плей-стайл, как бы, на кого-то. И люди, которые хотят играть с нами, мы, как бы, их берем, как бы, и, скажем так, принимаем в семью, да. Локальные замесы тоже есть какие-то, там бывает, там вот у нас был какое-то недоразумение с кланом Захадум. Им был прокинут вар, они там забрали босса, и нам это не понравилось. У нас начался такой замесик. В это время примерно мы добрали себе вот как раз буквально недавно 3-й клан в Альянс. Мы хотели расшевелить свежую кровь, скажем так, в Альянсе, потому что вот мафия и мы там дрались, воевали там туда-сюда. И ребята с Захадума, помимо того, что у нас был с ними вар, с ними можно было нормально общаться. Помимо того, что вот мы что-то там не поделили, но с ними можно было нормально общаться, не было никакой как бы агрессии. Может, там у кого-то какие-то личные были терки, да. Но мы то, что вот я и Гипно дрались с ними, и там пак на пак, и там пачки на пачки. Все было красиво, культурно, цивильно, и мы вот заметили, что ребята тоже организованные, хорошо играют, но как бы чуть-чуть слабее, чем мы. И чтобы расшевелить наш новый клан, мы пришли к такому, как бы, я предложил идею, что вот давайте мы дадим определенный день, когда новый клан Veritas наш будет отвечать за всех боссов в определенном промежутке времени, и клан Захадум смогут прийти, как бы, и претендовать на боссов. То есть, понимаешь, у них будет возможность, как бы, и подраться, скажем так, fair play клан на клан, да, и кто выигрывает, в итоге, как бы, забирает босса. То есть, как бы, вот такой вот мини-ивентик сделали для... Как для варов? Клана. Да. И своих проверить боем, и закалить, и сплотить, да, и варам дать контент, и возможность, шанс. Слушай, круто, и мне очень понравился подход брать и закрывать что-то в моменте, что нужно, да, а не вести линию 24/7. Ну, мы просто не видим в этом никакой пользы. То есть, представь себе, мне придется или Гипно постоянно следить, чтобы наши люди, наши ребята с клана делали, занимались вот это вот, назначать людей этим заниматься. Это ты тратишь тоже свой ресурс, как, своих мемберов. То есть, может, кому-то это и понравится, но смысла в этом-то большого-то нету. Что оно нам принесет? То, что цены, падают на рынке, это естественное явление, когда чем больше лута, тем больше дропа, тем больше падают цены. Но это для нас тоже хорошо. Закрыть коллекции. Можно что-то там оверэнчантнуть, поточить. А сколько вас примерно человек, вот вашего альянса, вашей стороны? 3 клана полных, это 150 человек. И есть 2 академии, в которые там ребята тоже есть, которые отвечают за нее. И если забить академии, там по фулу получается 250. Но по факту у нас меньше сейчас. Как бы там академки не полные, ведутся доборы и так далее.
А вот если я игрок Леона 6, и я хочу к вам присоединиться, какие я требования должен встретить и как с вами связаться? Связаться есть в рейтинге наш Discord на сервере. Всегда можно зайти, есть open каналы, на которых можно отписать, это раз. Во-вторых, можно писать лидерам кланов. То есть у нас клан Тамагочи, клан Мафия, Veritas. Это основы. И геймплей и алкаши — это наши академки. И можно писать на Кэллове, либо зайти в Discord написать. В плане вступления в основы требования как бы 59 плюс, примерно 60, ну, типа 59 плюс. То есть, ну, могут быть какие-то поблажки для сильных персонажей или там, скажем так, прийти на обсуждение там какое-то. Это что попасть в основы. Академки, потому что есть как бы вакансии, много слотов, это может быть как бы и лоу-левела, но главное, чтобы люди проявляли активность, как бы, и потом можно будет, скажем так, подрасти в карьерной лестнице или перейти как бы уже в основы, или будет создаваться как бы уже по нужде новый клан как бы в основу. Ну, как-то так это работает. Я смотрю, вы видосиков каких-то крутых мне накидали с тегом «Голодные игры». Ну, это сегодня то, что вот мы дали такую возможность кланам подраться за боссов, как бы без вмешательства как бы основных кланов, стареньких, скажем так, вот этих вот хрюшек, которые уже 2 месяца формят сервер, да, скажем так. Обязательно вставлю это в видеоряд, как раз под эту тему будет очень уместно. Хочу задать вопрос, которому мало внимания уделяют. Вот на вашем пути, довольно долгом пути, какие вы сложности встречали, на какие подводные камни наступали, вот где было реально тяжело? Ведь не все было так красиво и легко, вот то, что вы сейчас имеете. Естественно, самое сложное — это взаимодействовать с людьми, причем, которые может очень сильно отличаются по характеру. Если взрывные, неспокойные, тем, наверное, хороша линейка. В принципе, любой может пригодиться, там, и самый там отмороженный человек, который будет там бегать всю ночь, там, убивать варов и все остальное. Самое сложное — это, да, это коммуникация с людьми, потому что иногда ты думаешь, может, за несколько шагов вперед, твои мемберы могут не понимать этого, почему делается то или иное действие. Прокидывается та или иная война, или наоборот, снимается война, или заключается другой союз. Все люди разные. И вот это, наверное, самое тяжелое, да, это договориться со всеми, потому что нас много играет, вот, и постоянно там что-то где-то, может быть, и... Опять же, нас 3 клана сейчас, и довольно сложно как-то регламентировать, как люди там должны вести себя на спотах. Постоянно, периодически возникает, что кто-то там кому-то на голову встал, кто-то из замка на кого-то вылетит. Хотя мы тоже ввели такое правило, что, стараюсь ввести, лично моя инициатива больше, условно, за любое слитие соклана солица ты возмещаешь ему 150 алмазов. То есть неважно, какая причина, да, но слив своего — это табу. Справедливо. А может, дашь пару приемов, способов, как преодолевать эти сложности, что все люди разные, с ними очень сложно коммуницировать, организовывать их, там, решать конфликты? Какие твои конкретно фишки, может быть, приемы? Лично мое — это такой добрый разговор. Гена — это зайти накричать. Не делай мне злюкой прям таким. Не то, что накричать, просто я играю роль, можно сказать, плохого полицейского, потому что я этого не боюсь, как бы брать ответственность за такие вещи. Если есть какие-то там люди не понимают, что вот мы развиваемся, и чем дальше мы заходим, как бы надо вести себя, как бы, скажем так, менять немножко и манеру общения и контакта с остальным сервером, помимо нашего альянса, и что мы должны развиваться, впереди нас ждут как бы, много контента, которого надо как бы пощупать его и прийти туда готовыми. Я могу накричать на кого-то там, что-то там повысить голос иногда, чтобы утихомирить как бы какие-то там несанкционные действия, да, со стороны наших сокланов. Да, мне тоже на ум пришло про хорошего и плохого полицейского. Классическая тактика, да, которая всегда работает. А вот такой вопрос еще пришел на ум. Сколько вас руководителей? Вот вас тут 2. И как вы гнете свою линию до конца, или когда набираете новых людей, новых, так скажем, офицеров, ваша тактика, не знаю, политика меняется? Вы идете там на уступки? Смотри, в основном у нас есть кор-состав. Типа у нас КЛ Женя, который, он стесняется, он не хотел как бы прийти к нам, он боится, скажем так, как это, боязнь сцены у него, да.
Он как бы стеснительный немножко, но очень уравновешенный как бы так человек. Прям мы довольны, что на нем висит корона. Но решения все приходят как бы с кор-составом, который играет со старта. То есть это, по-моему, 7 человек с нашего клана. Мы всегда обсуждаем действия как бы вместе, решаем, что делать. С клана Мафии есть прекрасный КЛ Хэллой, и у него есть свой кор-состав. Как бы мы как бы все, что касается уже выше, чем клана Тамагочи, как бы мы общаемся вместе, решаем, принимаем какие-то решения. И вот с Веридосов тоже новый клан, который мы сплотили и привели в Альянс. У них тоже есть свои кор-игроки. И вот у нас, кстати, сегодня будет тоже вот собрание, будем там обсуждать и решать дальнейшие там действия и так далее. То есть все вместе. Нету, скажем так, одного человека, который все как бы я решаю за всех все и делайте так, как я говорю. И в целом у нас как-то подобрались такие люди, что говорил наш человек, который вообще, в принципе, создал этот клан, Кирилл, вот, что мы, можно сказать, уверены в каждом, и если кто-то даже что-то скажет, можно сказать, мы на 99% уверены, что, в принципе, скажут все, так все. То есть у нас примерно такое в одном направлении думаем, может, поэтому и местами хорошо получается, само собой. Тут можно позавидовать, круто. В принципе, основная часть уже завершена, мы всесторонне осветили и ситуацию на вашем сервере, и ваш прекрасный альянс. Есть ли какие-то, может быть, пожелания, предложения для аудитории или посылы к игрокам или топ-сайдам других серверов от вас, ребята? Посылов как таких нету. Оставайтесь людьми. Помните, что это игра всего лишь. Новичкам или там, условно, людям не сильно высоко поднялись рейтинги. Не особо обращайте внимание на то, что вас где-то там слили, особенно какие-то там зазнавшиеся через свои игроки. Это все-таки все еще линейка, все еще PvP игра. Меньше трэшьте, больше, не знаю, качайтесь там. Принимайте как личных врагов, там, сделайте вот все, чтобы именно прокачаться и как-то отомстить, но не надо вот это вот махание там палками в чатиках, поменьше оскорблений, вот это вот хотелось бы. Хотелось бы также передать, можно сказать, привет врагам, не как врагам, оппонентам, да, безусловно, там, клану Захадум, тем же и Бесятам. Они иногда пытаются, сейчас уже меньшинством, вот, но все равно как-то перейти там пачечкой, второй там со станчиком, где-то что-то убить. В принципе, спасибо вам за то, что вы, можно сказать, гнете свою линию, даже не линию, у вас появилась какая-то позиция, и вы ее не меняете. Хоть вы и в меньшинстве, хоть вы и проигрываете, но все равно продолжаете делать так, как именно вы этого хотите. Вот это достойно уважения. Я хочу пожелать удачи всем на межсервере. Знаете, что мы готовимся. Мы как бы будем драться, так сказать, за право Хрючева на Виоре. Так что пожелаю всем удачи, чтобы все хорошо подготовились и были хорошие файты. Увидимся в Виоре. Спасибо. Ты знаешь, на фоне хорошего полицейского твоя речь особенно устрашающе короткая звучала прям. Мы готовимся. Ждите. Увидимся на межсервере. Класс, ребят, спасибо, что пришли. Я это интервью запомнил как, наверное, самое доброе и уравновешенное. Прям я дзен поймал. Спасибо. Тебе спасибо, что пригласил. Спасибо.